Соединенные Штаты уже десятилетиями остаются эпицентром загадочных и необъяснимых событий. Сотни зарегистрированных случаев, десятки совпадающих деталей и тысячи вопросов без ответов, которые заставляют задуматься, почему каждый уголок этого государства пропитан местным фольклором и культурными загадками разных народов. Свое место среди таинственных сказаний нашел штат Нью-Гэмпшир, известный своим национальным заповедником Белая гора с вершиной Маунт-Вашингтон. Дикая природа и уединенность делает его идеальной ареной для историй, в которые на первый взгляд сложно поверить. Массивные просторы местных лесов дают прибежище многим животным, ровно так же, как и коренным мифам о человеке-псе, или, как его называют американцы, догмен. Легенда о гуманоидной собаке витает в атмосфере еще до времен колонизации Америки. В рассказах индейцев и первых поселенцев можно встретить определенную закономерность. Это существо далеко не всегда ставит перед собой цель расправиться с очевидцами. Иногда они показывают себя, чтобы напугать или даже поиздеваться, будто зная реакцию людей на свою мифическую сущность. Это настоящая история человека, который столкнулся с догменом. Инцидентом из своей памяти со мной поделился знакомый с Reddit под ником Kenneth Primate 1577. Это очень личный рассказ, и потому некоторые детали будут сокрыты, чтобы не выдавать локацию произошедшего или другую информацию, которая может повредить анонимности человека. Последующее письмо написано свидетелем, который его одобрил и подтвердил, что этот инцидент соответствует действительности, насколько он помнит. Он пишет: это произошло в Нью-Гэмпшире, где-то в 2003 или 2004 году. На тот момент мне было 13 лет. В те выходные к нам в гости приехал мой друг того времени со своей семьей. Для сохранения его анонимности назовем его Джек. Под другом я скорее подразумеваю знакомый, потому что он был довольно жестким парнем, с которым было непросто построить диалог. Из-за этого мы часто припирались и ссорились, что для многих может и является обыденностью в отношениях, но, на мой взгляд, та дружба была не очень удачной. Оглядываясь назад спустя много лет, я убежден, что эта, в кавычках, дружба является ключевым фактором того, что с нами случилось. Меня знали в этом городке. Часто там бывали семьей. Я часто гулял один по лесу и насвистывал себе под нос, так как вокруг не было с кем разделить тоску. Это было где-то в 2 часа дня, когда мы с Джеком вышли прогуляться на улицу. Мы шли вдоль лесополосы, она находилась недалеко от нашего дома. Обычная дорога была освещена солнечными лучами, а природа не давала ни намека на приближение хищника. Мы о чем-то болтали, как вдруг в конце улицы, примерно в 30 метрах от нас, прямо у опушки леса, увидели огромную черную фигуру. Она стояла совершенно неподвижно, не прячась в тени, а прямо у дороги, будто выглядывая. Фигура была такой темной, словно кто-то прорезал дыру в послеполуденном воздухе. Силуэт контрастировал на фоне теней, в которых он изначально прятался, а затем вышел на дневной свет. Я до сих пор помню, как у меня заколотилось сердце тогда. Была середина февраля, и потому шанс встретить кого-то в костюме, поджидая в конце улицы, чтобы спугнуть проходящих мимо подростков, был крайне мал. В этот момент существо подняло руку и помахало нам. Большинство людей замерли бы от страха, но мы были слишком глупы, слишком любопытны даже. Вместо того, чтобы бежать, мы подошли ближе. Я не ощущал страх перед опасным животным, как если бы встретил медведя, например. Как я уже упоминал, это был точно не человек в костюме или большой звериной маске. Никто из нас в том возрасте не пробовал никаких психотропных веществ
И оба мы были трезвы на момент этой встречи. Я был расстроен из-за недавней семейной травмы. Некоторые говорят, что Догманов притягивает к негативной энергии, или они питаются страхом. Точно не могу сказать, но казалось, что мы излучали много негатива, судя по моему токсичному знакомому и моему настроению. Но вернемся к ней. Это огромное и, казалось бы, невозможное существо внезапно появилось на улице, прямо перед моим домом. Я ощутил своеобразный трепет и даже головокружительное волнение. Это было очень непонятное ощущение. Знаю, прозвучит странно, но я чувствовал определенную притягательность. Этакая вау, что-то необычное, почему бы тебе не взглянуть на меня поближе? Как будто она каким-то образом нас завлекала, и мое любопытство намного перевешивало любые страхи и сомнения. Мы медленно подходили, споря о том, что это такое. Джек настаивал, что это не медведь, указывая на ноги существа. Они были похожи на волчьи, выгибаясь назад, как собачьи. Когда мы подошли ближе, я понял, что это женская особь. Ее форма тела была как у спортсменки, занимающейся бегом, без жира на теле. Она была стройной и не такой громоздкой, как могло показаться. Ее голова была размером с торс взрослого человека. Невозможно выразить словами, да и вообще передать, насколько она была большая. Длина ее рук достигала 1,5 метра. Ее голова и лицо напоминали черты немецкой овчарки, ну или классическое изображение Анубиса. Острые уши и вытянутая морда. Потом все произошло очень быстро. Сначала она сделала резкий рывок, будто бы пытаясь внушить нам свое превосходство. Затем она странно подпрыгнула и бросилась прямо в нашу сторону. Ее когти цокнули по асфальту, но больше она не издала ни звука, пока не остановилась перед нами примерно в 3 метрах. Мы не успели отреагировать, как она уже остановилась прямо перед нами, и ее глаза встретились с моими. Огромная, янтарная, размером с мой кулак. Они заполнили все мое поле зрения. Я старался не смотреть на ее зубы, не думать о возможности умереть прямо здесь. Иногда у меня спрашивают: видел ли ты хвост? Нет, в тот момент я себя не контролировал. Я был полностью поглощен лицом и глазами существа. Она выпрямилась и встала во весь рост. 2,5 метра и как бы на цыпочках. Она наклонила голову на бок, как это делают собаки, когда им любопытно, а затем внезапно повернулась к Джеку. Я был в полном параличе, но похоже, что он сумел сквозь трепет прокомментировать увиденное, сказав: «Это не может быть реальным». К нашему удивлению, тут же последовал ответ, от которого кровь стынет в жилах. Она сказала: «Я настоящая». Совершенно связанным английским. Послышалось нетипичное рычание. Она как будто над нами посмеялась. Очень глубокий, звучный, хриплый, но в то же время в какой-то степени мелодичный смех. Она снова посмотрела на меня. Я чувствовал, что существо меня знает. Она узнала меня, но не Джека. Ко мне отнеслась как к соседу, но к нему с враждебностью, словно ощущая на подсознательном уровне наши мотивы и цели, и соответствующе взвешивала наши души. Она снова издала звук. Я бы не хотел использовать свое настоящее имя, и потому заменю на другое, но важно, однако, что она сказала на чистом английском. «Привет, Лио. Что тебя расстроило?» Я до сих пор не могу понять, откуда она меня знала. После инцидента я смог вспомнить лишь чувство глубокой близости, как будто она уже знала меня. Но важно, что она произнесла мое имя, обращаясь напрямую. Возможно, за мной следили, когда я сам гулял в лесу, но не могу точностью это утверждать. У меня никогда не возникало ощущения, что за мной следят, но в тех лесах
всегда было довольно тихо и безлюдно. Там было спокойно. Существо резко повернулось к Джеку и не просто посмотрело, она будто сказала ему «Уходи». Это прозвучало одновременно и как лай, и как слово, что-то, что не просто можно услышать, но и чувствовать всем телом. Дальше история оставила травму и провалы в моем воспоминании. Спустя некоторое время, не могу сказать сколько именно, но следующую часть, которую я помню, это то, как я бегу за Джеком вдоль леса, пока солнце приближалось к закату. Позади нас, в лесу, я слышал тяжелые шаги. Я почти уверен, что другой голос крикнул нам вслед. Бегите. И мы побежали еще быстрее. Мои воспоминания то обрывались, то исчезали. Вспышки белого и черного, словно мой разум отключался от напряжения. Каким-то чудом нам удалось добежать до ближайшего здания. Когда мы вернулись домой, я отчетливо помню, как спросил, что это было. Джек не ответил и отказался как-либо обсуждать это. Позже, когда я снова пытался заговорить о случившемся, он затыкал меня. В конце концов, он полностью начал меня игнорировать. Оглядываясь назад, я думаю, что то существо действительно оказало мне услугу, разрушив эту дружбу. Казалось, что она пришла защитить меня и одновременно поиздеваться над мальчиком, который был полон вражды. В каком-то смысле она вмешалась, установила границу даже. Спустя 18 лет после случившегося я не могу думать об этом без тошноты и дезориентации. Это был не медведь, не какой-то сосед в костюме, а существо с пугающим видом и необыкновенным интеллектом, превосходящим человека.